Братцы, сестрицы, господа, всем привет! Пока вы ждете следующее зриво о альпийских славянах, об их истории, я решил записать такое более расслабленное зриво, где я просто поделюсь с вами своим опытом, или лучше сказать своими впечатлениями о разных славянских странах. Для тех, кто нас смотрит впервые, это вещальник «Славянское дело» или «Деяния славян». Мы рассказываем о разных делах, о разных вещах, связанными со славянами. Больше всего мы говорим об истории славян, о языках славян, о том, что нас, славян, общее и что нас связывает. И надеемся, что это поможет решить нам наши споры, наши конфликты, чтобы славяне стали на шаг ближе и чтобы между нами не было ничего плохого. Так что, если тебе такое нравится, подписывайся на наш вещальник, на наш канал, ставь пальцы вверх, пальцы вниз, там уже по себе. И желаем тебе хорошего провождения времени с нами. Итак, пойдем к теме. За свою жизнь, благодаря моим родителям, так уж Господь Бог дал, что я бы сказал, я довольно много путешествовал. Хотя в сравнении со многими все-таки я не путешествовал по миру. Сначала скажу, чтобы вы понимали, что у меня есть с чем сравнить с неславянскими странами. До сих пор в жизни я посетил из неславянских стран Венгрию, Австрию, Германию, Италию, Монако, Францию, Испанию, Турцию. Ну, Турцию, там я был только пролетом. Израиль посетил. И да, в принципе, все. И не так много получается. Наверное, у меня в голове, куда путешествуют мои ближайшие родственники, что оттуда тоже они приносят какой-то опыт, который потом становится нашим общим. Ну и члены моей семьи еще путешествовали в Мексику, в Великобританию, Грецию, ну, в общем, по Европе. Ладно, а что с славянскими странами? Для тех, которые нас смотрят впервые, я сам родом из Словении и Хорватии, точнее, когда я родился, тут была еще страна Югославия, это как раз было в моем детстве, когда началась у нас война и когда это государство распалось. Ну и про Словению, и про Хорватию, наверное, тут тяжелее всего рассказать о своих впечатлениях, так как, ну, я больше всего времени тут прожил, и, наверное, что-то, что заметили бы другие, кто-то, кто просто приезжает в Хорватию и Словению, я могу это опустить. Ну, в любом случае, я вам сегодня рассказываю о своих впечатлениях. То есть они очень личные, они у каждого будут другие. И у каждого и другие разные впечатления про каждую из этих стран. Что я могу сказать про Словению? Это такая маленькая славянская страна, но я ее начал как-то по-другому ценить или смотреть на нее только после того, как я попутешествовал немного по неславянским и по славянским странам. И так, то, что мне очень сильно нравится, что Словения, несмотря на то, что она такая маленькая, она очень разнообразная. То есть у нас есть и равнины, есть и горы, где снег, где можно кататься на горных лыжах и на вообще других лыжах, заниматься разными видами зимнего спорта. И в то же самое время рядом есть и море, так что можно искупаться. Потом у нас очень много, особенно в восточной части Словении, очень много, как же это по-русски называется? У нас это туплицы. То есть это, как сказать, это бассейны с такой лечебной водой или с хорошей водой. Вот. И это у нас довольно популярно. Так что, если будете тут, обязательно заезжайте. Путешествуя по славянским странам, я осознал, что все-таки славянцы в целом довольно экологичные, что заботятся о своей природе. Конечно, я когда учился в школе в Словении, этого еще не замечал, хотя у нас были то, что, кажется, в России принято называть субботниками или как-то так. Короче, когда весь класс, то есть все разные классы собирались у нас, и мы просто убирали по лесам мусор, который там был. Там всякие пластики и все, что люди, к сожалению, уносят в природу и оставляют за собой. Но когда ты маленький, когда ты в школе учишься, как-то не осознаешь это. А там больше такое, что ох, это такая обязанность, надо идти туда, надо это делать, а можно было бы что-то другое делать, можно было бы куда-то поехать, поиграть с друзьями, поиграть в видеоигры и так далее.
тогда это не ценишь. А после, конечно, видишь, что все-таки, да, была какая-то необходимость в этом, и что благодаря этому, как мне кажется, мы стали более чувствительными на то, как выглядит у нас окружающая среда, что все должно быть уютно, красиво, чисто, экологично. Про Словению еще могу сказать, что меня удивило, что все-таки многие вещи в Словении работают, что касается таких всяких социальных удобств. Словения, несмотря на то, что есть, конечно, свои минусы, она довольно хорошо заботится о своих гражданах. Ну вот, пожалуй, про Словению это все. А Хорватия, она всегда занимала особое место в моем сердце, потому что именно в Хорватии я родился, в хорватском городе. Уже с детства с ней меня связывала особая любовь, тем более, что я родился в 90-м году, и сразу после того, как я родился, там несколько месяцев прошло, кажется, началась тут у нас Югославская война, то есть это югославские войны, которые длились потом до 95-го года, и там еще мирная реинтеграция Восточной Хорватии, там одна часть в Славонии на границе с Сербией, она была интегрирована или заново включена в Хорватию мирным путем до 1998 года. Естественно, в детстве нам показывали очень много всего там про войну. Всегда было много слов о том, какие сербы плохие, и что они очень много плохого нам наделали. Естественно, в детстве это все человек так некритично впитывает, а потом, когда взрослеет, начинает понимать, что нет, все-таки история, она никогда не черно-белая. Черно-белый взгляд на историю удовлетворяет людей, как сказать так, очень поверхностно. Потому что да, легко все объясняется, все ясно, все понятно. Но на деле всегда есть очень-очень многие нюансы, и всегда можно историю преподнести так, что акцентируем только одну сторону истории, а о другой просто молчим. И так это делают, в принципе, историки в всех странах. Выбирают какой-то нарратив и в соответствии с этим нарративом потом объясняют всю историю. Ну, ладно, неважно, как все это было, но в это время у меня родилась очень-очень большая любовь к Хорватии. И именно в ней у меня воспитывалось такое, то, что я бы назвал родолюбие, то есть любовь к своему народу. И сначала оно было так как-то ограничено на хорватский народ, более-менее. А чем больше я потом узнавал о нашей истории, о нашей общей славянской истории, тем больше я стал осознавать себя славянином. И да, опять же, тут очень большая роль Хорватии. Для тех, кто знает нашу историю, именно хорватскую, знает, что именно у нас, возможно, больше, чем среди всех других славян, было таких людей, которые боролись за славянское единство, которые в это верили, которые хотели как-то нас объединить и сделать так, чтобы между славянами был мир. И я думаю, мы бы все сейчас жили намного более счастливо, если бы мы постигли этот мир и действительно единство между славянскими народами. Думаю, что тогда бы у нас не было войн. Но единственное, надо тут сказать, что думаю, что это, я говорю о таком единстве, где люди дают право свободно думать, и где каждый уважает друг друга, несмотря на то, из какой кто славянской страны, где каждый уважает народность и идентичность другого славянского народа, в рамках этого единого, так сказать, славянского народа. Сейчас тут много тавтологии, я очень много повторяюсь. И про Хорватию тоже могу сказать, что она очень разнообразная. Для очень многих она, естественно, такая туристическая дестинация, куда люди ходят поотдыхать, покупаться на море. То есть, прежде всего, Хорватия у людей ассоциируется с морем. Интересно, а как для вас это тоже Хорватия такая, что это море хорватское, там можно поотдыхать, там жара всегда и так далее? Или все-таки что-то другое в ней видите? Для меня это было что-то другое. Для меня это был... Хорватия — это мой дом. Для меня Хорватия была прежде всего это северо-западная Хорватия. Эти холмики всякие, речки, леса. С детства очень любил леса.
у нас в селе было принято, так можно сказать, что с парнями, с друзьями с улицы мы уходили в лес, строили себе там домики, там разные группы строили разные домики. Мы потом, можно так сказать, воевали друг против друга. Естественно, сейчас это все там выглядит как детские игры, но для нас это тогда было, мы воспринимали это очень всерьез. То есть для нас это была настоящая война. То есть мы там по-детски там ненавидели друг друга, можно сказать, и разрушали друг от друга эти домики в лесу. Так что Хорватия для меня была прежде всего это. И каждый раз, когда мы в детстве ездили на море, для меня это была очень большая радость. Я очень любил море, очень любил купаться, очень любил проводить время с родителями, хоть и не всегда это показывал, но в конце концов все-таки надо признаться, что мне это нравилось. Мне море нравилось позже, можно так сказать. Может быть, потому что мы ездили туда практически каждый год. И бывало так, что помню, что однажды мы даже целый месяц там жили. Но то, что мне особенно нравилось, что, мне кажется, мой папа мне прививал больше всего, это любовь к истории. То есть мы, когда ездили куда-то на Хорватское море, там был центр хорватской средневековой державы, княжество, потом королевство. Ну, там у каждого камня есть своя история. Каждый что-то рассказывает. Понятное дело, что везде так, но просто это как-то отец мне привил этот интерес к этому. Может быть, поэтому я и стал историком, кто знает. Ну, и на протяжении своей жизни как-то меня всегда тянуло в Хорватию, так что в итоге потом в среднюю школу, то есть начальную школу, которая у нас длится 8 лет, то есть с возраста 6-7 лет до 14-15, и потом начинается средняя школа. В среднюю школу я потом пошел в Хорватии, потому что, очень этого хотел. Это для меня имело очень большое значение. Быть в Хорватии, среди хорватов и так далее. И тут дальше воспитывался уже в такой, можно сказать, воспитывался в таком более научном подходе к истории народа. Мне все это было интересно, все выписывал, нравилось слушать эти все рассказы учителей о наших древних князьях. И, тогда именно, где-то лет в 17, я очень глубоко прям начал заниматься славянами. Естественно, вначале это было очень все беспорядка. То есть тогда в интернете еще, может, не было так много всего, как сейчас, но все равно довольно много вещей. И я собирал все, что только мог найти о славянах, без любой критики. То есть я тогда подходил ко всему этому, как, наверное, многие из вас, особенно те, кто молодой, подходят, что просто берут все и конструируют из этого что-то. И я тоже, кстати, под зривом о готском происхождении, составляющей мир в славянских именах на мир, как Владимир, например. Для меня, когда впервые услышал о возможном готском происхождении этих имен, это было обидно. И думал, как же это? Как у нас так много каких-то иностранных влияний, что у нас ничего своего нет? Потом я как-то с этим смирился, потому что видел разумность этих аргументов. И да, действительно, там есть и много других вещей, потому что тоже мы, славяне, повлияли и на других людей. Так, сейчас рассказываю обо всем понемногу, так что не знаю, сколько в этом зриве будет о других странах. Давайте уже перейдем действительно к другим странам. Следующая из славянских стран, с которой меня связывает очень сильная любовь, хотя очень сильная любовь меня связывает с каждой из славянских стран. Я не могу сказать, что у меня есть любимая или та, которая на первом месте. Для меня все они на первом месте. Такая следующая страна, которую я посетил в своих лет 16, это была Словакия. О словаках всю жизнь, все детство слушал только положительные вещи. Поэтому для меня это было всегда, когда путешествовал туда, как будто я еду к себе домой. То есть это наши люди. Мы с ними хорошо общаемся, понимаем друг друга. Много их на море у нас. Вот это еще тот момент в Хорватии у меня
на море был, что там была возможность услышать, встретить славян из вообще разных частей славянского мира. Но больше всего, естественно, словенцев, чехов, словаков и поляков. И да, для меня это всегда было так, что я мог слышать кого-то, кто говорит, допустим, на польском, и мне было, как занимательно, я что-то понимаю, пойду-ка я за ними послушаю, о чем они разговаривают. То есть у меня было такое. Правда, потом это не стало ограничиваться только на славянских языках, а я всегда, когда слышал какой-то необычный язык, мне было сразу так хотелось услышать, сам язык, как он звучит, там, как звуки соединяются, какие гармонии там есть. И, это была такая, можно так сказать, странная фишка такая, что я просто мог так близко так сидеть, не потому что мне хотелось подслушивать людей, а потому что мне нравился сам язык. Да, и Словакия, как меня впечатлила, я, когда путешествовал там с другом, пропутешествовали практически всю Словакию, там города, значит, Братислава, потом Нитра, потом Кошице, Прешов. Там меня еще очень поразили русины. Я могу сказать, что вообще влюбился в русинский язык. Мне он показался, только первое впечатление было, что это, наверное, самый такой средний из всех славянских языков. То есть такой, который одинаково понятен должен быть всем славянам. Хотя и словацкий уже довольно близко к этому критерию. И Словакия в целом мне показалась похожей и на Словению, не только в названии, потому что в Словакии тоже очень много гор, и словаки также любят ходить в эти горы. И очень много тоже пещер, как в Словении. Но в целом сходств довольно много. И я не могу точно сказать, что это точно было, как-то в моем сердце. Но чем восточнее я путешествовал, то есть чем ближе к прародине славян, тем теплее в моем сердце становилось, тем больше мне хотелось туда. Это не про то, что Словакия прародина, а прародина, я все-таки придерживаюсь того, что прародина славян была там, где славяне впервые образовались, это было между Вислой и Припятью, и Днепром, и Южным Бугом. Да, что-то, в общем, меня в этом зацепило. И в Словакию очень часто потом стал ездить. Так что, даже сейчас, для тех, кто не знает, я сейчас аспирант в Словакии. Так что, да, есть что-то, что меня очень сильно туда привлекло. Правда, могу сказать, что восточная Словакия мне понравилась гораздо больше, чем западная. То есть Кошице гораздо больше, чем Братислава, тот же Прешов потом. Не знаю почему, просто так оно и есть. Как-то так это меня впечатлило. А следующая из славянских стран, какая была? Даже не помню, была ли это Сербия или была это Польша. В любом случае, я расскажу про Сербию сначала, потому что тут меньше всего, я меньше времени провел в Сербии. И я, в принципе, был несколько раз и проездом в Сербии, когда путешествовал в Македонию раз, и потом раз, когда путешествовал в Болгарию. А так был, кажется, помимо этого еще 2 или 3 раза. Туда мы ездили с Настей, тоже побывали там с ее друзьями, с моими друзьями, хорошо провели время. И меня Сербия тоже удивила, могу сказать. С одной стороны, Белград — это такой довольно большой город, и достопримечательности практически они везде разбросаны. Так что надо довольно много гулять. Там от храма Святого Савы до улицы князя Михайла, как выскочило из головы, до Калимегдана, там, где Сава входит, вливается в Дунай. В общем, очень-очень много красивых, интересных мест. И то, что меня очень поразило, как я говорил уже, нас, славян, обычно, как и всех людей, нас учат в предрассудках, нас как бы кодируют, программируют, если хотите, в всяких предрассудках к другим людям. И у нас это тоже было. В Сербии сербов воспитывают так, что хорваты всегда ненавидели сербов и так далее, а у нас наоборот, что сербы всегда ненавидели хорватов. И то, что меня удивило, когда мы гуляли по улице, я так посмотрел так наверх,
и вижу, там написано Хорватская народная банка или что-нибудь такое написано. То есть банк, хорватский банк какой-то. Причем это здание еще с первой половины 20 века, еще с Югославского королевства. Ну, я подумал, ничего себе, значит, это не уничтожили, несмотря на то, что была война с Хорватией. И, ну, меня это поразило. Меня поразила природа Сербии. Особенно Шумадия. Это такие большие, красивые леса. Потом меня поразили люди в Сербии. Несмотря на то, что я хорват, меня очень хорошо приняли в свои дома, очень гостеприимно. И даже как бы, ну, как это сказать, даже не знаю. Я там, Белград и Сербия — это хорошее место, если хотите туда поехать и хорошо провести время. И люди хорошие, и ну, местность интересная, тоже каждая со своей историей. Для меня еще особенно важно было, потому что это все связано все-таки с нами, с южными славянами, которые все-таки немало времени прожили в одном государстве и вообще исторически на разных уровнях связаны. Это меня впечатлило. И еще я в детстве слушал очень много о Сербии от моего папы и от моего деда. Почему? Потому что мой дед служил в армии в Сербии, в югославской армии. Это было там 47 по 49 год, кажется, или с 50 по 52. Не помню точно, но это было когда-то тогда, когда поссорились Тита и Сталин, для тех из вас, кто историк или кто знает об этом. Я привык слушать всякие истории из прошлого моего дедушки, и он служил и в Боснии, то есть в Сараево ездил, в Сараево был, и не помню, в Белграде он не служил, по-моему, он на юге служил, да. Был Владичин хан, это город, который я потом тоже проезжал. Это город там Алексинец, кажется. Ну, и потом, когда я приехал так с этих путешествий по Сербии, потом я с дедушкой, конечно, этим же поделился, что да, я был в этих городах, где ты служил в молодости. И да, в общем, очень, очень теплые воспоминания. Но помимо этого, у меня есть и родственница в Белграде, она вышла замуж за серба. Мы в контакте, ну, обычно, когда она сюда приезжает, она больше там с папой разговаривает и так, но сейчас уже в последнее время долго ее не было тут у нас. И, естественно, хотелось бы еще поехать в Сербию, хотелось бы посетить обязательно Войводину и Нови Сад, там мой папа служил. Слышал очень, очень хорошие вещи про этот город. И то, что видел там, действительно, что тоже, можно сказать так, больно поразило, это последствия бомбардировок НАТО в Белграде. Да, тем более с этим объединенным ураном, радиоактивным. Ну, это грустная часть истории. Ладно, какая страна дальше? Наверное, сегодня только про южных славян успею рассказать. В Македонию я ездил с сотрудниками папы, с врачами и всеми, кто еще там с ним работает, и с семьями, друзьями, близкими. И мы ездили в Македонию. И сначала, помню, мы въехали в Скопье. Посмотрели город Скопье, потом Охрид, потом Кавадарци. И мы были еще в какой-то местности, где какое-то очень вкусное вино. Могу сказать про македонцев, что они меня тоже как люди поразили, потому что все были очень такие открытые. Я помню, когда мы все пошли вечером, по-моему, это было в Скопье, в ресторан, и там была живая музыка, македонская прям, которую я тоже любил, потому что папа в моем детстве ее слушал. И, я научился, выучил эти песни. Там было «Македонско девойче». «Македонско девойче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена». Или еще было «Йовано, Jovanke». Kraj Vardarod sediš, mori belo platno beliš,
Бело платно, белишь душо, сердце мое вано. Ну, в общем, это болгары скажут, что это их песня. Ну, так это с этими народными песнями. Они не принадлежат какой-то маленькой группе людей, они принадлежат тем, кто ее поет, так сказать. Ну да, много там было таких македонских песен. И что меня еще поразило в связи с македонцами, это братья наши, славяне, очень-очень гостеприимнее. Несмотря на то, что уровень жизни, что касается там материального, он ощутимо ниже, чем, допустим, в Словении, все равно эти люди какие-то, они счастливые были, те, которые я встретил, по крайней мере. И они были готовы дать все для нас, гостей. И меня удивило, это было уже, помню, либо в Охриде, либо в Кавадарцах. Скорее, в Кавадарцах это было. Когда нам принесли на стол сначала, ну, было как это сказать, предело по-нашему, то есть то, что до главного, то есть до второго. И там были всякие такие бурики, и бурик это из слоеного теста, и там либо творог, либо мясо, либо что-то еще другое. Там по-разному он разговаривается. Конечно, в Боснии вам скажут, что бурик это только с мясом, другое это сиреница. Но это уже другие дела. Ну и сначала мы это принесли, и я думал, что это будет все. Ну и поэтому поел побольше, потому что надо было еще в путь идти и много гулять. Но потом еще принесли и чевапчичи, и плесковицы, это мясо, такую македонскую еду. Нас так хорошо накормили, что я еле встал с этого стола. Так что от македонцев остались одни приятные впечатления. Очень понравилось Охридское озеро, очень понравились монастыри там, храмы. Это Кирилло-Мефодиевская традиция, там святой Климент и Наум, церковь святого, если я правильно помню, Пантелеймона возле Охридского озера и крепость царя Самуила. Да, очень такой пикторескный город. Очень много интересного там можно посмотреть. Естественно, там видно и турецкие влияния в архитектуре, что дает какую-то такую изюминку этой славянской стране. Ну вот. И... там ели тоже, это забыл сказать, ели очень вкусное, ну, тяжелое блюдо, гравчи на тавчи, которое я потом тоже сам начал готовить. И да, советую посмотреть гравчи на тавчи и попробовать, естественно. Дальше. Из южнославянских стран, которые я еще посетил. Это была летняя школа, это была Болгария. Это был городок Лозен возле столицы Софии. Там я прожил около месяца, и могу сказать, что тоже это был один из лучших месяцев, наверное. Единственное, что на последнюю неделю я там заболел, и, лежал потом больной, 38 у меня было на антибиотиках и так далее. Так что там было тяжело. Но туда, на эту летнюю школу, я поехал учиться болгарскому языку и культуре, истории и всему, что вообще было возможно. Так что я слушал там болгарский язык. Для меня, правда, было проблемой то, что я все понимал по-болгарски. И болгари, с которыми я там общался, они все понимали по-хорватски. Так что для меня было как-то странно, могу сказать, что, допустим, зачем мне учить язык, если мы и так друг друга все понимаем. Но, скорее всего, я не совсем так думал, а думал как-то в смысле, что использовал формы из хорватского языка, но так как они не используются в болгарском языке, мы все равно потом друг друга понимали. Естествено, аз и сега говоря болгарски, мога да говоря, мога да разбирам. Разбирам? Добре. Конечно, то, в что я тоже очень сильно влюбился, это болгарский фольклор, болгарские песни. И с того, что мне рассказывали там братья болгари, фольклор там играет очень большую роль, так что даже в школе учат танцевать, петь. И я думаю, это круто, я думаю, это классно, и должно было быть так у всех славян. Так что мы не подключены все на Голливуд, а что все учим дальше о своем, и что все
что все дальше создаем это наше. В целом могу сказать, что Болгария и Македония довольно похожи. И что касается менталитета, и что касается архитектуры. Я знаю, что не все с этим согласятся, особенно потому что мы славяне, мы любим драться по любой причине. Вот. Но в целом, да, Болгарии были тоже очень-очень гостеприимны. Кормили нас вообще замечательно. Вообще, как бы влюбился в эту кухню, потому что она очень здоровая. Там очень много всяких салатов, перцев, всякого зеленого. Ну и очень вкусное мясо. И один суп, в который я абсолютно влюбился. Тараторка. Летом тараторка в жару, когда 35-40 градусов. Хорошая тараторка. Это вообще советую всем. Там меня тоже люди так на улице поразили, когда мы путешествовали просто так в Софию, там студенты и другие, да, что они были очень открыты, особенно к русским, что мы просто с ними разговаривали, там среди нас были русские, поляки, сербы, и да, что они сами по себе начали с нами разговаривать и говорить, что да, братушки, мы наши все, да. Ну, я знаю, политика это политика, политику лучше не рассказывать, потому что славяне только начинают потом друг с другом драться. Но люди как люди очень поразили, очень душевные. И что касается фольклора тоже, и меня там учили и петь, и танцевать. Что мы там пели? Была кичице, 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 буйна лобода. Это была одна песня. Ох, всегда, когда снимаю, когда знаю, что камера смотрит на меня, мне почему-то тяжелее вспоминать, что именно мы пели. А так свое свободное время вспоминаю, конечно. И буду очень рад еще встретиться с болгарами и спеть что-нибудь из этих песен. Но, кроме Софии, которую мы посетили, где мы в основном рядом жили, я еще посетил монастырь Рила. Очень хорошее, очень спокойное место. Там трудился святой Иоанн Рилский, по сути, ученик или наследник учеников святых Кирилла и Мефодия, великий болгарский святой. Посетили место Пловдив, у которого очень-очень древняя история. Этот город еще, если не ошибаюсь, был основан или завоеван и создан новый город Филиппополис отцом Александра Македонского, Филиппом II, если я не ошибаюсь. Ну и смотрели эту природу тоже в Болгарии. Там еще долина роз. Болгары очень сильно славятся этой долиной роз. Очень много у них всяких парфюмов, запахов таких. Тоже что-то, что я думаю, что стоило бы распространить по всему славянскому свету. Так что те из болгар, кто нас смотрит, вот маркетинг болгарской парфюмерии и еще болгарские йогурты. Болгарские йогурты тоже очень-очень вкусные и очень специфичные. Так что это тоже было бы хорошо, если бы можно было бы у нас купить тоже. Прямо из Болгарии. О болгарах что еще слышал? Вот когда была Вторая мировая война, болгары, конечно, там меняли стороны. То есть раз они были на стороне с немцами, потом уже на стороне с советами. Ну и как раз когда уже поменяли сторону, именно болгари освобождали ту территорию Хорватии, из которой родом я. И тут в соседней деревне, тут очень много болгар немцы расстреляли. И даже трое болгар жило в доме моего дедушки. Они с ним общались, дедушка с ними общался. Тоже без переводчика, без английского языка. Понимали друг друга. Вот. И потом эти кости этих болгар уже позже вернули в Болгарию, по-моему. Еще такой интересный факт. Болгары у нас известны как люди, которые выращивают всякие перцы, паприки и так далее. И поэтому именно в моей части Хорватии этноним болгар стал применяться в более широком смысле к людям, которые выращивают перцы. То есть человек может вообще не быть связан никак с болгарами, но он выращивает перцы, и поэтому в народе все будут говорить, что он бугар. Да, про болгар это
наверное, все. Я Болгарию не всю посмотрел. Мне, естественно, хочется еще Болгарское Черное море посмотреть. Моя тетя туда ездила, в Златопяски, Песцы, как там называлось, как-то так. Ну, хотелось бы эти места посетить. По возможности, это было бы очень круто. Велико Търново, допустим. Потому что болгары внесли очень большой вклад в развитие, в укрепление славянской идентичности по всему славянскому миру. Что сейчас не всегда ценится, но это уже вина образовательной системы. Везде, в принципе, что мы мало об этом учим. Не хочу, чтобы не было тут моих боснийцев и черногорцев. Босния. Вот Боснию, к сожалению, у меня посетить не получилось. Хотя слышал я о ней хорошие вещи. Как раз мой папа, который там служил, и тоже частично и дед тоже, которые служили в Сараево. Они мне рассказывали очень красивые вещи, что само Сараево очень красивый город, такой с ориентальным таким привкусом, что тоже такой славянский город с изюминкой. Еще что природа невероятно красивая. Единственное, что вот то, что плохо было, вот что осталось от войны югославской, что очень много в этой природе везде мин, к сожалению. Ну, дай бог, чтобы это было почищено как можно скорее, и чтобы народы, живущие на этом пространстве, хорваты, боснийцы, сербы, нашли способ, как мирно сосуществовать и жить как братья. Так что, ну, в Боснии я был проездом только там внизу, где Босния пересекает Хорватию, там, где город Неум находится. И это было, когда мы ездили как раз в Дубровник, и еще в последнюю южнославянскую страну, о которой сегодня расскажу, это у нас Черногория. Черногория. Что меня там удивило? Страна еще меньше, чем Словения. Меня удивило то, что везде на знаках есть русский язык. То есть я чувствовал себя так, как будто я приехал в какую-то маленькую Россию. Даже там автомеханики и все рекламы всякие, все на русском языке. А мы ездили туда, в город, ну, основной город, в который ездили, это Котор. То же, что меня там удивило, на многих местах памятники в честь хорватскому королю Томиславу. Памятники, которые были поставлены в 1925 году, кажется, это было 1000 лет с дня короновации хорватского короля Томислава. Вот такие дела тоже были в Югославском королевстве. Хотя, конечно, все, кто будет что-то говорить сейчас в нарративах этих наших, все хотят сказать, что мы всегда ненавидели друг друга и что ничего хорошего никогда между нами не было. Естественно, я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я ностальгирую как-то, особенно за этой коммунистической Югославией, потому что социализм и коммунизм — это два из больших заблуждений, в которые, к сожалению, наш славянский народ впал, и последствия которого еще долго будут ощущаться, к сожалению. Но, как много другого плохого, что у нас происходило, и социализм был импортирован с Запада. Так что надо подумать, критично думать о том, что мы принимаем и как мы принимаем. И сейчас я уже очень долго рассказываю. Вижу, что на камере уже написано 47 минут. Это довольно много. Так что сегодня уже не буду отбирать времени у вас. А в будущем зриве еще расскажу о своих впечатлениях Чехии, Польши, России и 2 славянских странах, которые, к сожалению, у меня не получилось посетить. О Белоруссии и Украине. Украина, которая, наверное, занимает такое очень священное место в том плане, что там находилось большинство славянской прародины. Так что, по сути, вот так-то. Но об этом уже в следующем зриве. Еще в конце хотел сказать. Благодарю всех, кто досмотрел это длинное зриво до конца. И чтобы вы знали, я все-таки ради YouTube алгоритма или из-за YouTube алгоритма решил разделить свои каналы. Этот основной, славянское дело, тут будет дублироваться. В общем, тут будут все зрива главные. Это останется главным вещальником, главным каналом. И тут будут выходить в основном зрива на русском языке, так как у меня русская аудитория, русскоязычная аудитория, и украинцы, и белорусы, и русские самая большая.
Да, так что не имеет смысла сейчас на что-то другое так переходить. Но я вовремя вам сообщу, я уже открыл, но там пока нет никаких ZRIF. Там будет польский вещальник, особенно приспособлен к нашим зрителям из Польши. Там будет еще хорватский вещальник и славянский вещальник. То есть с этих начну, а потом, кто знает, хотелось бы осуществить мечту, чтобы было на всех славянских языках. Потому что ни один из славян не маленький, ни один из славян не заслуживает меньше уважения. И сегодня особенно хочу поблагодарить тех, кто поддерживает нас финансово на Патреоне. Вы даже не представляете, сколько нам значит ваша поддержка. И это действительно облегчает нам и вкладывать в технику, и улучшать наши методы. Так что спасибо вам огромное. А для тех, кто еще нас хочет поддержать на Патреоне, я оставлю внизу ссылку. Можете перейти по этой ссылке. Там регулярно что-нибудь маленькое оставить, если хотите, конечно, никто никого не заставляет. А также можете одноразово нас поддержать в PayPal. Так что на этом сегодня все. И, господа, увидимся.